Good afternoon, I'm Kate, and today, together with Advanced Club, we continue to discover beautiful parks and gardens of St. Petersburg. Добрый день! Меня зовут Кейт, и сегодня совместно с Advanced Club мы продолжим исследование великолепных парков и садов Санкт-Петербурга. Our place for today is fabulous Mikhailovsky Garden. Сегодня мы прогуляемся с вами по великолепному Михайловскому саду. This garden was laid down at the times of Peter the Great. Этот парк, сад, был разбит во времена Петра Великого. And it was a part of the summer garden. И он на тот момент являлся частью летнего сада, того самого, по которому мы с вами гуляли в прошлый раз. Moreover, более того, this garden was called the third summer garden. Даже название у Михайловского сада на тот момент было третий летний сад. The name Mikhailovsky, this garden received much later, in 1895. Свое название настоящее Михайловский сад получил гораздо позже, в 1825 году. How did it happen? Как же это произошло? If you look at the city map, если вы посмотрите на городскую карту Санкт-Петербурга, you will see that Mikhailovsky Garden is located between the St. Michael's Castle and the Mikhailovsky Palace. Вы увидите, что Михайловский сад расположен между Михайловским замком и Михайловским дворцом. So, where did the name come from? Откуда же берется название для сада? I will tell you. Я вам сейчас расскажу. Initially, the idea of both constructions, the palace and the castle, изначально идея строительства и замка, и дворца принадлежала Павлу I, Emperor of Russia, императору Российской империи на тот момент. The castle was built earlier. Замок был построен раньше. It was a royal residence of the emperor. И он являлся королевской, царской резиденцией Павла I. Its name comes from the name of Archangel Michael. Его название идет от имени архангела Михаила, который явился Павлу I во сне и повелел на этом месте построить церковь. Павел I построил на этом месте castle, который стал его residence, его резиденцией. The palace was built later. Дворец же, that you can see behind me, который вы можете увидеть за мной, был построен later, позже. It was built only in 1825. Это случилось только в 1825 году. But the idea of the construction also belonged to Paul I. Однако идея строительства тоже принадлежала Павлу I. He started to save up money for construction of this palace for his youngest son. Он начал откладывать деньги на строительство этого дворца для своего младшего сына, в дальнейшем великого князя Михаила. Когда же великому князю Михаилу был 21 год, his eldest brother Alexander I, его старший брат Александр I, который на тот момент был императором Российской империи, потому что Павел I уже скончался, decided to build this palace, решил построить этот дворец на отложенные уже отцом Павлом I деньги. And when the palace was erected, когда же уже был возведен данный дворец, it gave its name to the garden. Он в некоторой степени поделился своим названием, своим именем и садом. С этих пор сад называется Mikhailovsky Garden, Михайловским садом в честь великого князя Михаила. By the way, кстати, this garden was closed for visitors by the end of the 19th century. Данный сад был закрыт для посетителей вплоть до конца XIX века. It became public only when the Mikhailovsky Palace became Russian museum. Стал же он открытым для посетителей только в тот момент, когда Михайловский дворец стал
русским музеем. After the October Revolution, после Великой Октябрьской революции, the garden changed its name. Сад поменял свое название. Ну, конечно, не по своей воле. And the name was the Garden of International Organization of Fighters for the Revolution. Очень длинное советское название, которое на русский язык переводится как «Сад Международной организации помощи борцам революции». During the Soviet era, this garden was an ordinary park. В советское время это был обычный парк. There was a tennis court. Здесь даже находился теннисный корт. There were areas for the stage. Здесь были всякие эстрадные площадки. And pavilions, usual for that time. И павильоны такие обычные для того времени. And during the Second World War, during the Great Patriotic War, во время же Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Михайловский сад был совершенно особенным местом, because here the statues of Russian Museum, статуи Русского музея, were hid from shelling, от обстрела здесь прятались они, in trenches dug in the park, в траншеях, которые специально для этого были в саду вырыты. Очень большое количество памятников было спасено благодаря этому. Talking about nowadays, если мы будем говорить про настоящее время, the garden passed large-scale reconstruction. Парк, как и многие другие сады и парки Петербурга, прошел крупномасштабную реконструкцию and began its new life as a unique monument of landscape architecture, и начал новую жизнь как уникальный памятник ландшафтной архитектуры and open air green hall, а также настоящий зеленый зал под открытым небом. Thank you very much. This is all what I wanted to tell you for today about the Mikhailovsky Garden. Hope to see you again and bye-bye.